Маргарет Дэвис никогда не забудет тот день, когда вошла в Titan Industries со своей шваброй и ведром. Очередное утро в ее серой униформе. Ей 50 лет, и на протяжении 20 лет она была уборщицей, которую никто не замечал. Руководители в своих модных костюмах пробегали мимо, их дорогие туфли стучали по мраморным полам нью-йоркского небоскреба. Для них она была невидимкой. До тех пор, пока не произошло немыслимое. Все началось с пролитого чая и громкого насмешливого смеха генерального директора Эдварда Холла, который эхом разнесся по коридорам, словно гулкий удар по самолюбию. В тот момент Маргарет почувствовала, как внутри нее что-то сломалось, и тут же собралось заново, но уже иначе. Тогда она решила, что это был последний раз, когда над ней смеются. Каждую ночь Маргарет толкала свою тележку по пустым офисам, а за огромными окнами сиял городской горизонт. Кабинет Эдварда был худшим. Повсюду разбросанные бумаги, кофейные чашки, словно он владел этим местом. Он и вел себя так, будто это правда. Днем она слышала, как он отдавал приказы, увольнял людей, без раздумий шутил с коллегами о том, как избавляется от лишнего. Однажды она застала его за уничтожением документов, финансовых отчетов, которые он не хотел никому показывать. Маргарет не сказала ни слова, просто продолжала мыть пол. Но она наблюдала, всегда наблюдала. В один четверг все изменилось. Она мыла пол в холле, когда Эдвард вошел со своей свитой. Они громко разговаривали, обменивались шуточками. Вдруг кто-то небрежно опрокинул чашку чая у лифта. Эдвард взглянул на Маргарет, скривился и, даже не удосужившись смягчить тон, крикнул: «Убери это! Живо!» Эдвард рассмеялся, а за ним остальные. Маргарет стояла с шваброй в руках, чувствуя, как ее лицо горит. Ее пальцы сжались на рукоятке швабры, но она не дала себе сорваться. Опустила голову, спрятав за этим жестом вспыхнувшую решимость. Той ночью, оставаясь наедине со своей тележкой, она дала себе обещание. Он заплатит за это. И на этот раз не словами, а делом. 20 лет назад ее брат Джозеф, успешный финансист, скончался, оставив ей акции Titan Industries. Их было немало. Она могла бы их продать, но предпочла держать, наблюдая, как Эдвард превращает корпорацию в свой личный аттракцион. Маргарет видела, как преданных сотрудников, секретарей, техников увольняли, пока он заказывал очередную яхту. Эти акции стали ее тайным козырем. После унижения с чаем она набрала номер своего давнего друга Мэтью, юриста. В кафе на другом конце города, вдали от любопытных глаз, Маргарет изложила все: увольнение людей, уничтоженные бумаги, его отношение к сотрудникам. Она говорила спокойно, но в ее голосе звучала сталь. Мэтью наклонился, его глаза сверкнули пониманием и одобрением. «Маргарет, ты мажоритарный акционер. У тебя есть власть, чтобы положить этому конец, и, думаю, пришло время воспользоваться ею», — заключил юрист. После этого разговора Маргарет начала собирать доказательства. Тайком фотографировала документы, копировала письма о незаконных сокращениях, записывала на диктофон разговоры, в которых Эдвард самодовольно обсуждал свои махинации. Она даже нашла несколько документов, спрятанных в архивных папках, где были указаны подставные компании и переводы средств. Когда собрание акционеров было уже близко, Эдвард расхаживал по офису, хвастаясь рекордной прибылью, не подозревая, что на этот раз его самоуверенность сыграет против него. Но Маргарет знала правду, и теперь у нее были неоспоримые доказательства. В день собрания она вошла в Titan Industries, как обычно. Ведро гремело, голова опущена. Никто не обратил на нее внимания, ведь для всех она была просто уборщицей.
В зале заседаний Эдвард ухмылялся, словно король, не подозревая, что его правлению приходит конец. Но когда Маргарет шагнула вперед, выпрямилась и твердо заявила: «Я не просто уборщица, Эдвард. Я владею этой компанией». В комнате воцарилась мертвая тишина. Все взгляды были прикованы к ней, а на лице Эдварда медленно проступало недоумение, сменяющееся тревогой. Он фальшиво рассмеялся, но Маргарет выложила доказательства на стол: поддельные отчеты, незаконные увольнения, письма, где он называл сотрудников одноразовыми. Совет директоров оцепенел, переглядываясь в неловком молчании. Кто-то откашлялся, кто-то убрал руки со стола, избегая встречаться с ней взглядом. А затем раздался первый голос: «Это недопустимо». После этого посыпались вопросы. Эдвард напрягся, его уверенная поза слегка дрогнула. «Это какая-то ошибка». Попытался он возразить, но его голос прозвучал неуверенно. «Нет, Эдвард», — твердо сказала Маргарет. «Это правда». И сегодня она вышла наружу. Члены совета переглянулись, затем кто-то поднял руку. «Я поддерживаю ее». За ним присоединились остальные. Эдвард побледнел, его самоуверенность испарилась в один миг. «Ты не можешь». «Я могу», — спокойно ответила Маргарет. Ее голос звучал твердо, словно приговор. «Ты уволен». Эдвард сглотнул. Его губы дрогнули, будто он хотел возразить, но слова застряли в горле. В зале воцарилось напряженное молчание, а затем кто-то сдержанно зааплодировал. Маргарет подняла голову, встречая взгляды тех, кто впервые видел в ней не просто уборщицу, а женщину, изменившую их судьбу. Совет переглянулся, потом медленно закивал. Эдвард вспыхнул от гнева, сжав кулаки, его лицо покраснело от ярости. «Это не конец», — прошипел он, резко отодвигая стул. Бумаги разлетелись по столу, но никто не пошевелился, чтобы их собрать. Он метнулся к выходу, но на пороге оглянулся, бросив последний злобный взгляд на Маргарет. «Ты еще пожалеешь». Он хлопнул дверью так, что в зале задрожали стеклянные панели, но его угрозы прозвучали пусто. Все уже знали. Его время истекло. Новости разнесли информацию о скандале. Его счета заморозили, самолеты конфисковали, адвокаты отказались от защиты, а бывшие союзники поспешили откреститься от его имени. Его фотографии с заголовками о коррупции и мошенничестве мелькали на экранах новостных каналов. Маргарет наблюдала за этим со своего дивана, укутавшись в мягкий плед и держа в руках чашку горячего чая. Она больше не была невидимкой. Она была той, кто изменил правила игры. Когда она вернулась в Titan Industries на следующий день, уборочная бригада окружила ее в комнате отдыха, сияя от гордости. Кто-то из коллег хлопнул ее по плечу, другие зааплодировали. «Ты правда это сделала?» — спросил кто-то с восхищением. «О, да», — улыбнулась Маргарет. «И это только начало». Маргарет рассмеялась впервые за много лет. В бывшем кабинете Эдварда она подписала бумаги о повышениях, пересмотрела кадровую политику и ввела справедливые правила. Теперь люди смотрели на нее не с жалостью, а с искренним уважением и благодарностью. Через несколько недель ей позвонили с новостного канала, предложив интервью. Она рассказала свою историю — швабра, акции, падение Эдварда. Ведущий спросил: «Почему вы так долго ждали?» «Мне нужны были доказательства и подходящий момент», — ответила Маргарет. После эфира ее почтовый ящик заполнился письмами. Люди рассказывали свои истории и благодарили за вдохновение. Маргарет почувствовала, как горло сжимается от эмоций. В Titan Industries она начала с простых шагов. Установила ящик для предложений. Первая записка гласила: «Больше чая». Она усмехнулась и организовала новую чайную комнату. Затем спросила у уборщиков, чего им не хватает: качественных перчаток, удобного графика.
Все было учтено и исправлено. А Эдвард? По слухам, он перебивался случайными заработками в каком-то провинциальном городке, разоренный и всеми забытый. Маргарет не считала себя героем. Просто женщиной, которая устала быть невидимкой. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.